Сегодня утром мы поговорим на очень интересную тему, и, конечно, к концу лекции она останется такой же интересной и неразгаданной, потому что речь пойдет об одной из самых любопытных и малоизученных областей человеческих исследований. Это магнитные поля не только человека, но и Вселенной, и мельчайшего атома. Изучение магнетизма началось еще в Древнем Египте, и посохи и жезлы древних жрецов были инструментами для магических манипуляций с магнитами. Греки тоже использовали магниты, и именно у греков и древних египтян мы находим первые представления о природе магнетизма. В основном его использовали в целительстве. О нем хорошо знал Пифагор, который оставил нам много информации на эту тему, но все остальные быстро о ней забыли. Затем мы мало что узнаем о магнетизме, кроме как от арабов. Китайцы знали о нем благодаря изобретению компаса. Но по большей части магнетизмом пренебрегали до XVII века, когда он стал частью истории розенкрейцерства. Алхимики, розенкрейцеры и герметисты развивали различные аспекты теории магнетизма. Первым, кто в более позднее время использовал магнетизм в лечебных целях, был Парацельс фон Гагенгейм. Розенкрейцеры также активно его применяли, и о нем подробно писал Роберт Флат, один из величайших апологетов розенкрейцерства. О магнетизме также хорошо знал Афанасий Кирхер, великий ученый-иезуит, но по большей части его открытия игнорировали. Чуть позже мы сталкиваемся с любопытным инструментом – месмерической магнитной трубкой. Это был своего рода резервуар, в который одновременно опускали ноги несколько человек, держась за руки, и таким образом создавали батарею из воды в резервуаре. Кариостро тщательно изучил этот метод. Известно также, что он очень интересовал Сен-Жермена, но приводил в бешенство Бенджамина Франклина. Ему эта идея никогда не нравилась. После открытия Месмера, которые были сразу же отвергнуты почти всеми областями науки, этот вопрос на долгое время оказался в тени. Но в последние 20-25 лет он снова стал активно обсуждаться. Именно об этом возрождении мы и хотим поговорить сегодня утром, потому что это один из самых интересных этапов в нашем изучении жизни. Интересно, что мы постоянно используем магнетизм, но так и не поняли до конца, что это такое. В древности, в греческие и египетские периоды, человека представляли в виде некоего пузыря. Об этом пузыре упоминал и врач, изучавший человеческую ауру, доктор Килнер из Ливерпульского университета. Кстати, магнитная теория основана на очень простом факте. То, что мы называем пустым пространством, вовсе не пусто. Это самый активно используемый элемент из всех, о которых нам что-либо известно. Мы все живем в воздухе и существуем благодаря ему. Мы знаем, что без воздуха мы умрем. Но мы не понимаем, что воздух – это не просто кислород, гелий или что-то в этом роде. Воздух – это нечто само по себе. Это самостоятельная субстанция. Это настолько реальная и важная субстанция, что ее почти невозможно оценить. Это огромное поле магнетической энергии. Атмосфера несет в себе магнетизм Солнца. Птолемей Александрийский был одним из первых, кто распознал проявление или эманации солнечного света как содержащие энергию в дополнение к простому световому фактору. Изучение магнетических сил Солнца будет более или менее ясно понято при изучении времен года. Зимы, лето, весна, и все это связано с магнитным фактором в воздухе.
И мы думаем об этом только в попытке объяснить это как физическое астрономическое явление, поскольку это вращение Солнца и планет. Но каждая из этих планет представляет собой поле магнитной энергии. И эта энергия поступает к нам через то, что мы называем воздухом. А что же такое воздух на самом деле? Ну что же, у нас есть научное определение этого явления, но за этим кроется нечто большее. Воздух – это нечто само по себе. Это субстанция. Это не только климатические условия или погодные условия. Это основной фактор, который вносит свой вклад в существование. Одна вещь, которую мы узнали из телевидения, заключается в том, что эфир передает информацию. Например, мы знаем, что у нас могут быть все виды программ в эфире одновременно, и они могут поступать со всех сторон, и они могут накладываться друг на друга, но каждый из них останется идентифицированной отдельно. Это выглядит так, как будто оно движется по какому-то своему собственному каналу или контуру. И все эти скремблирующие пленки F, некоторые из которых скремблируются как внутри, так и снаружи, работают в одной атмосфере. И эта атмосфера удерживает каждую из них на своей собственной идеальной орбите. У вас может быть дюжина программ, вы их включаете, выключаете, но ни одна из этих программ не транслируется в том виде, в каком мы ее видим. Мы видим убийство на экране и понимаем, что оно транслируется в какой-то кинотеатр или в чей-то дом. Но в дом транслируется не само убийство. Убийство не было видно, когда оно передавалось в эфир. Что-то передавалось с помощью вибрации. И эту вибрацию в магнитном поле можно разделить на бесконечное множество отдельных излучений. Другими словами, если бы у нас было 1000 разных каналов, их можно было бы различить в магнитном поле, чтобы каждый из них транслировался правильно и корректно. Таким образом, мы понимаем, что помимо воздуха, гелия и кислорода, помимо обычных факторов, которые мы учитываем с научной точки зрения, есть что-то еще. Мы имеем дело с таинственным агентом, который является частью всего, что нас окружает. Изучая магнетизм в человеческом теле, мы вместе с Килмером обнаружили, что каждое человеческое тело окружено эфирным или энергетическим полем. Это энергетическое поле иногда называют аурой, но это не та аура, о которой мы думаем в контексте метафизики. Это магнитное поле область энергии. Эта область энергии образует вокруг физического тела яйцеобразную оболочку, которая обычно простирается на расстоянии от 3 до 5 футов в каждую сторону. Это энергетическое поле – основа добродетели. Его реальность, функциональность и защитная сила зависят от настроения, эмоций, мыслей и установок человека, вокруг которого формируется это магнитное поле. Другими словами, если человек здоров, психически, эмоционально и физически, он соблюдает правила. Это магнитное поле обеспечивает мощную защиту. Оно нормально, оно здорово, оно постоянно справляется с инфекциями и всевозможными трудностями. Оно помогает заживлять раны, восстанавливать функции и работу органов. А если мы лишились какой-то части тела, оно пытается компенсировать утрату. Пока человек должным образом заботится о своем магнитном поле, оно будет ему служить. Но этот аспект нравственности обычно упускают из виду. Считается, что на эти магнитные поля не стоит обращать особого внимания. Они есть, может быть, они немного помогают, но на самом деле от целостности этого потока энергии в магнитном поле практически полностью зависит выживание человека. Эта энергия исходит от Солнца и поступает через таинственную энергетическую трубку в магнитном поле. Она проникает в человека через макушку головы, распространяется по всему телу и выводится обратно через нижние центры тела, где очищается солнечной энергией.
Это своего рода небольшой личный резервуар или капсула жизни, которую мы все постоянно носим с собой. Проблема нравственности в данном случае очень конкретна. Как только мы нарушаем правила, мы повреждаем этот магнитный поток. Мы должны соблюдать законы природы. А это, в свою очередь, законы Бога, иначе магнитное поле разрушается. Оно может разрушиться из-за невоздержанности в физическом плане, которая снижает его целостность и силу. Оно может быть растрачено на разгульную жизнь, что в наши дни встречается сплошь и рядом. Оно может быть разрушено под влиянием настроения, отношения к жизни, страхов, комплексов. Оно может быть разрушено или повреждено алкоголем, наркотиками, всевозможными веществами. Но если это поле повреждено, оно немедленно реагирует. На здоровье. Это подрывает жизненные силы человека, делает его более восприимчивым к болезням и инфекциям и, безусловно, сокращает продолжительность жизни. Итак, если это душа, то почему мы хотим рассматривать ее как моральный фактор? Другими словами, что такое мораль? Для древних это было послушание словам Бога или законам Бога. В более поздние времена, когда люди стали умнее, это стало послушанием, основанным на доказательствах. Воля божества, проявленная в творении. Добродетель заключается в том, что укрепляет магнитные поля. Порок в том, что их разрушает. Ничто человеческое не может этому помешать. Поэтому, если мы поступаем хорошо, то не потому, что так сказано в книге, и не потому, что об этом громогласно возвещали законы на Синае, а потому, что мы соблюдаем правила, необходимые для гармоничного функционирования человеческого организма. Мы правильно используем магнитное поле и таким образом защищаем свое здоровье, счастье и благополучие. Теперь мы думаем о магнитном поле как о поле, окружающем все тело, как показывает Килнер в своей работе об ауре человека, а также Бэббит в своем исследовании атомов. Однако это лишь одна из его составляющих. Каждая часть тела имеет свое магнитное поле. Каждая единица внутри человека существует благодаря единице энергии. И эта единица энергии присутствует в самом маленьком из мыслимых пространств. Это заключено в мельчайшем атоме. Во Вселенной не существует такой вещи, как мертвая частица. Даже если ее что-то уничтожает, сам процесс распада – это символ жизненной энергии. Таким образом, перед нами встает естественная проблема осознания того, что добродетель заключается в соблюдении закона энергетического поля. По совпадению, закон энергетического поля – это также закон целостности. Энергетическое поле определяет, что правильно, а что нет. Энергетическое поле говорит нам, что терять самообладание и выходить из себя неправильно. Неправильно использовать различные негативные, деструктивные установки. Неправильно поступаться принципами праведной жизни. Неправильно думать плохо, испытывать неприятные чувства, совершать любые действия или придерживаться любых убеждений, противоречащих всеобщему благу. Эгоизм вредит этому полю. Любой известный нам порок, нарушение любой из 10 заповедей и ряда других правил наносит ему ущерб, этому полю. Оно не имеет отношения к нации, к общепринятым представлениям о кодексах, потому что сам окончательный кодекс основан на принципе жизни в каждой части человеческого организма. Таким образом, у каждой маленькой клетки есть свои моральные требования, обязанности. У желудка есть свое магнитное поле. Желудок – это не просто орган, это организм. Это живое существо в человеческом теле. То же самое можно сказать о сердце, мозге, железах, внутренней секреции, всех органах, кишечнике, всех двигательных системах, нервная система, эндокринная система – все это сущности. Они представляют собой магнитное единство. Они являются частью живых организмов, которые взаимодействуют друг с другом ради общего блага. Навредить одному значит навредить всем. Пренебречь одним значит пренебречь всеми. У каждого из этих органов есть свое поле в организме.
И все эти поля вместе образуют огромное магнитное поле, которое окружает человека в целом. Теперь давайте ненадолго заглянем внутрь, чтобы понять, с чем мы имеем дело. Вернемся к Пифагору, который очень вовремя об этом заговорил. Он рассказывает, что в Египте был храм, в котором терапия была результатом созерцания. Симметричных геометрических тел. Другими словами, образы для терапии представляли собой математические кубы, восьмиугольники и различные формы, додекаэдры, каждый из которых помещался на своего рода алтарь или пьедестал для созерцания страждущим. Все они были симметричными геометрическими телами, совершенными и законченными по своей структуре. Созерцание их оказывало терапевтический эффект, потому что, глядя на них, человек воспринимал их энергию как часть своей жизни. Эти каменные фигуры, очевидно, были неживыми. Они лишь создавали впечатление ценности, но на самом деле были живыми. Каждая форма в природе, естественная или искусственная, обладает магнитным полем. От мельчайшего атома до огромной галактики везде есть магнитные поля, и нужно соблюдать их законы. Если человек, глядя на геометрическое тело, видит в нем идеальную пропорцию, это осознание проникает в его подсознание. Образ этого тела посылается в сознание в виде благотворного магнитного центра. Это значит, что человек видит гармонию, видит что-то идеально упорядоченное и правильное. И когда мы видим совершенство и визуализируем его, это улучшает нас самих. Всякий раз, когда мы смиряемся с неизбежностью разногласий, мы вредим самим себе. Куда бы мы ни посмотрели в природе, мы видим, что все в ней благосклонно к нам. Только когда этим злоупотребляют в основном люди, эта благосклонность исчезает. Таким образом, мы обнаруживаем, что живем во Вселенной, где все находится в гармонии, если мы сами в гармонии. Конечно, мы можем сказать, что кто-то другой может быть не в гармонии, и это может навредить нам. На самом деле это не совсем так. Магнитное поле, которое защищает нас и от любого негативного магнитного поля, которое возникает не внутри нас, мы не подвергаемся влиянию других людей, если только из-за своей сознательной или интеллектуальной слабости или эмоциональной уязвимости не поддаемся влиянию других людей. Если мы совершаем те или иные проступки, мы несем ответственность за то, как эти ошибки влияют на наше собственное магнитное поле. Магнитное поле защищает нас не только от этого, но и от выведения токсинов из организма. Как известно, стенки кишечника и другие органы повреждаются из-за истерии и перепадов настроения. Человек заболевает из-за плохого характера. Мы считаем, что это просто происходит само собой, но это не так. Человек, заболевший из-за своего характера, заболевает потому, что повредил метатему поля, магнитное поле, какой-то важной части своей натуры. Если он повредил магнитное поле своей пищеварительной системы, у него будет диспепсия. И если диспепсия длится достаточно долго, и магнитное поле повреждено достаточно сильно, могут развиться хронические заболевания. На самом деле человек не может заразиться чем-то полностью извне, но и без влияния извне он не обходится. Все эти совокупности фактов должны быть согласованы между собой. В философии розенкрейцеров мы находим алхимию, трансмутацию различных аспектов жизни. Алхимия – это преобразование и трансмутация энергий, и эти энергии по сути своей те же, что и в магнетизме. Таким образом, мы постоянно осознаем, что все, что мы делаем, видим и имеем, имеет свою ценность. Давайте возьмем с пляжа камешек и вдруг поймем, что перед нами маленький камень.
Сегодня люди проявляют большой интерес к маленьким камням, ко всем видам камней. Нас интересуют кристаллы, которые образуются в горных породах. И все в таком духе. Но кристаллы образуются под воздействием магнетизма. Они образуются под воздействием определенной частоты вибрации, характерной для конкретного элемента. И эта частота вибрации может передаваться через минералы, растения, овощи и животные. Она присутствует всегда. В каждом царстве есть магнитное ядро. И каждое царство развивается в этом магнитном поле, а внутри каждого составного поля отдельные элементы. Поля с разной степенью развития всегда индивидуально обусловлены. Везде и всюду этот процесс сохранения верности своим принципам становится естественным залогом безопасности, выживания и мира во всем мире. Теперь мы можем сказать, что было бы крайне маловероятно, если бы у картофеля было собственное магнитное поле. Но оно у него есть. На самом деле у каждой клетки картофеля есть собственное магнитное поле. Таким образом, мы сталкиваемся с проблемой питания. А питание – это во многом изучение магнитных полей различных продуктов. Оно также позволяет понять, что происходит, когда продукты подделывают, неправильно используют или когда в них содержатся ядовитые вещества, вводятся в них. Все это часть тайны, которая раскрывается в магнетизме. Мы принимаем законы, запрещающие такое злоупотребление, но не понимаем, что нам приходится иметь дело не только с физическим фактором. Физический фактор – это лишь его часть. Главная проблема заключается в том, чтобы понять, что все эти проблемы в правительстве, религии, философии возникают из-за отсутствия целостности. Целостность – это просто соблюдение законов и правил энергетических полей. У каждого поля есть своя целостность. Все целостности во всех полях совместимы. Любое отсутствие целостности, любое отклонение от целостности в любой или во всех областях постоянно приводит к конфликтам. Единственный способ избежать конфликта для человека – никогда не злоупотреблять энергетическими факторами своей жизни. Он не должен злоупотреблять своим телом, эмоциями или разумом. Он не должен позволять себе развивать установки, несовместимые с целостностью, дарованной природой. Магнитные поля абсолютно честны. Их невозможно сделать нечестными. Единственное, что мы можем сделать, это разрушить или ограничить проявление их целостности. Нарушив правила, мы лишаемся преимуществ, которые дает эта энергия. Когда мы лишаемся этих преимуществ, мы говорим, что к нам пришло зло. Но это не зло, которое пришло к нам. Это неспособность развить, очистить и усилить добро. Элементарные поля, магнитные поля также находятся в состоянии постоянной эволюции. Они эволюционируют в жизни человека. Человек может родиться с определенным уровнем магнитной целостности. Если он становится лучше, он укрепляет в себе эти ценности, потому что на самом деле это все. Все дело в постепенном совершенствовании энергетического ресурса. Так вот, никто не сможет усовершенствовать его за одну жизнь, или, может быть, за 100 жизней, но он будет расти. И чем больше растет целостность, тем быстрее человек становится гармоничным. Приспосабливайся к тому жизненному принципу, к которому он принадлежит. В настоящее время в нашем мире мы находимся в печальном положении, когда практически каждый нарушил все мыслимые правила. Мы живем изо дня в день, пытаясь извлечь выгоду из наших собственных ошибок. Но на самом деле это не приносит прибыли. Мы не понимаем, что это не имеет никакого отношения к теологии. Это не имеет никакого отношения к законам правительства. На самом деле это не имеет никакого отношения к нашим правовым кодексам. Это имеет отношение к нашим отношениям. Направляйте энергию на достижение надлежащих целей. Мы знаем, чем это должно быть, мы знаем, что это должно делать,
и мы знаем, что это не приводит к достижению поставленной цели, так вот, мы бы сказали, что то, что мы могли бы назвать честностью, это не вещь, а нечто большее. И это отношение к делу. Это подход к делу. Но на самом деле это не совсем так. Целостность – это тоже магнитное поле. Все так и есть. Печаль – это магнитное поле. Океанская вода – это магнитное поле. Все, что существует, обладает магнитным полем. У него может быть такое поле, которое даже не видно. И вся наша атмосфера, весь мир, в котором мы живем, представляет собой единую массу магнитных взаимодействий. Но до тех пор, пока они соблюдаются честно, все они совместимы. Вселенная, в которой не было бы обмана, была бы свободна от всех пороков. Но пока это невозможно, хотя мы можем в той или иной степени приблизиться к этому и даже превзойти то, с чем мы родились, если примем такое решение. Если будем придерживаться его всю свою жизнь. Поэтому мы можем оглянуться вокруг и увидеть, что представляет собой магнитное поле. Возьмем, к примеру, нашу телевизионную индустрию, которая в настоящее время находится в плачевном состоянии. Телевидение на самом деле использует магнетизм. Оно является частью мира электроники, который мы сейчас считаем просто физическим явлением. Поэтому мы говорим себе, у нас есть все эти станции, их очень много, и все они вещают на разных частотах. Среди прочих, у нас есть специальная станция для полицейского управления, есть специальная станция для пожарной охраны. Мы по-разному используем эти механизмы, которые называем передатчиками. Но если разобраться, то телевизионная передача – это работа, выполняемая с помощью энергии. Существует энергетическое поле, которое разворачивается и развивается в более обширном энергетическом поле. Атмосфера, через которую проходят послания, сама по себе является огромным полем жизни, и она живая. Космос живой. Космос – это не просто атомы, живущие в вакууме. Космос, как субстанция и сущность, сам по себе является частью мощного солнечного магнетизма. Итак, у нас есть все эти станции, вещающие на своих частотах. В это магнитное поле, которое мы называем атмосферой, сбрасывается такой конгломерат, что вы не поверите. Чего там только нет. Не только телевизионный конгломерат, но и конгломерат сенатов, палат представителей и различных правительств, религий, оказывающих на него влияние. Это атмосфера, которую мы могли бы видеть насквозь, если бы не смог. Постоянно чем-то наполняется. И все же, несмотря на это, то, что мы называем атмосферой, и что, как считается, пусто, в нем ничего не видно, способно настолько точно различать эти станции, что то, что вы видите здесь, проходит через этот воздух, а в воздухе нет никакого изображения. И оно снова появится на другом приемнике, убедительно доказывая, что на протяжении всей передачи, возможно, по всему миру, оно ни на мгновение не утратило своей целостности или индивидуальности. Оно не смешивалось с другими вещами. Иногда мы допускаем ошибку и пытаемся разместить слишком много передач на одном канале, но это зависит от нас. Если мы все сделаем правильно, канал всегда будет. Для чего угодно нам нужен канал. Но сигнал всегда будет проходить, хотя он проходит через среду, которую мы не видим. И на любом участке пути нет никакой программы. Заметьте, никакой программы нет, но в нужной точке приемник может воссоздать эту конкретную программу во всех деталях. Хотя она прошла, возможно, тысячи миль через так называемую пустую атмосферу. Атмосфера. И все эти разные каналы никогда не путаются, если только мы не направляем их неправильно. Таким образом, у нас есть все доказательства того, что в космосе что-то есть. И это что-то в космосе тоже подвержено воздействию токсинов. Можно сказать, что некоторые передачи токсичны. Можно сказать, что все, что проходит через это пространство и не соответствует вибрационному уровню,
не только наносит вред самому себе и получателям, но и отравляет канал. Пока у нас есть порочные модели поведения, пока процветает агрессивный меркантилизм, пока по радио и телевидению транслируется коррупция, у нас будет магнитная болезнь в воздухе, она будет витать в воздухе и проникать в наши дома, семьи, правительства и страны. Мы заболеваем на том уровне, через который проходит эта конкретная энергия. Таким образом, у энергии, которые мы используем для общения, есть свои болезни, свои вибрационные уровни. И проблема с искажением средств коммуникации не означает, что у человека полностью выйдет из строя вся система. Это означает лишь то, что будет повреждена та часть его системы, которая связана с этим средством коммуникации. Он может продолжать жить, как ни в чем не бывало, ходить в церковь и укреплять свою веру. Но в то же время телевизор транслирует другое энергетическое поле. Разрушая эти энергетические поля, о существовании которых большинство людей даже не подозревает или в которые не верит, вы открываете себя всевозможным болезням и моральному разложению. Вы открываете себя для правильного. Искажение жизненных принципов, которые необходимы для вашего существования. Как только вы нарушаете целостность своего собственного магнетизма, этот уровень целостности заболевает. Как только он заболевает, снижается уровень защиты от внешних проблем. Единственный способ, с помощью которого кто-то может по-настоящему подчинить себе человека, это когда он продает свою собственную энергию и становится негативным по отношению к другим вещам. Он должен поступить со своей честностью, прежде чем внешние силы смогут причинить ему вред. Во всем мире не хватит зла, чтобы разрушить честность одного человека. Он должен сам разрушить ее, или поступиться ею, или ослабить ее, или податься на уговоры. Но это должно быть его собственным действием. Следовательно, ущерб в каком-то смысле не только моральный, но и абсолютно справедливый в своей сути. И именно так, по-видимому, как заметили китайцы, Вселенная создает понятие добра и зла. Добро и зло – это просто вопрос того, что накапливает и что разрушает основные энергии, от которых зависит жизнь. Так что эта проблема возникает в любой сфере жизни. Она есть в проблеме наркотиков. Она есть в значительной части коммерции. Она есть везде, где есть установка на то, чтобы ставить прибыль выше честности. Как только человек идет на компромисс, он сразу же становится частью этой проблемы. Теперь рассмотрим другой аспект. Человек смотрит глазами. Это то, что он видит. Он может читать книгу, смотреть телевизор, наблюдать за скачками или за полетом мяча для гольфа. Чем бы он ни занимался, его глаза получают энергию. Энергия, магнетизм, которые переносят изображение извне в его внутренние оптические центры, аналогичны тому, что происходит при просмотре телевизора. Но мяч для гольфа определенно не попадает в глаз. В глаз попадает не мяч для гольфа, а потенциал, который тут же преобразуется в изображение мяча для гольфа. Он увидит это, потому что оно превратилось в энергию. Формула была воспринята им, а затем снова преобразована в то, что он увидел, и он не будет знать ничего, кроме того, что он увидел. По мере углубления в изучение компьютеров, это становится для нас все более очевидным. Все это часть процесса преобразования вещей из того, чем они кажутся, в их энергетические эквиваленты, а затем восстановление их формы, чтобы они соответствовали нашему восприятию. Таким образом, опять же, все сводится к тому, чтобы поддерживать чистоту энергетических полей.
А поддерживать их, чистоту, можно только одним способом – использовать их по назначению. Теперь представьте, что два человека смотрят игру в гольф. Одному просто интересно, что это за развлечение. Другой может быть азартным игроком, настроенным на победу любой ценой и готовым немного жульничать, чтобы выиграть быстрее. В первом случае с энергией все в порядке. Вибрации нормальные. Но во втором случае в игру вступают скрытые мотивы. И это то, что в настоящее время перестало беспокоить нас в мире спорта. Практически все виды спорта стали коммерческими. Под коммерциализацией мы подразумеваем, что это уже не спорт. Это способ заработать для одних и проиграть для других. Как только это происходит, магнитное поле загрязняется. И с этого момента каждый, кто придерживается негативного отношения, вредит самому себе. 99 человек могут принять это и навредить себе. Но 100-й человек, который не принимает это, не вредит себе просто потому, что другие это делают. Идея о том, что ущерб заразен или даже инфекционен, верна только в том случае, если человек, которому наносится ущерб, сам по сути своей непоследователен и нечестен. Нет никаких причин, по которым кто-то должен признавать, что другой человек может способствовать его правонарушениям. Ведь сказано же, многие могут пасть направо, многие налево, но праведник не поколеблется. Следовательно, мы все ошибаемся, когда говорим, что цивилизация нас уничтожает. Это не так. Нас уничтожает то, что мы принимаем в свою внутреннюю жизнь недостатки и ошибки, которые ассоциируются у нас с цивилизацией. Мы запутываемся в политике, начинаем ненавидеть людей и развязываем партизанские войны. А партизанская война – это просто еще один способ негативного использования энергии. Вся жизненная энергия должна использоваться правильно. Если ею злоупотреблять, она становится опасной. Итак, давайте немного углубимся в другую тему – искусство. Каждая картина, которую мы видим, обладает магнитным полем. Тот факт, что это произведение искусства на холсте или вырезанное из дерева и камня, не отменяет того, что любая форма, каждая целостная форма, живая. А любая живая форма является таковой благодаря факторам, объединенным в определенный узор. В случае с картиной это жизнь холста, жизнь рамы, жизнь каждой скрученной трубки, а также жизнь художника. Все это, а также сам объект картины. Все состоит из живых элементов. Представление о том, что все, что не может двигаться, мертво, ошибочно. Все, что можно увидеть, живое. Стул живой, потому что у него есть магнитное поле, и это магнитное поле меняется у каждого стула. И все же всегда возникает вопрос, что правильно, а что нет. У хорошего стула всегда будет хорошее магнитное поле. Стул, который мы испортили неправильным использованием, будет испорчен, и мы будем страдать из-за этого в своем магнитном поле. Каждый несет ответственность за разрушение, вызванное его ошибкой. И в каждом случае объект этой ошибки либо сводится на нет, либо разрушается, либо каким-то образом дискредитируется. Так что давайте продолжим, немного осмотримся и посмотрим на картины. Итак, мы видим Венеру Милосскую, чудо без рук, и задаемся вопросом, есть ли у нее магнитное поле. Конечно, есть. У нее есть магнитное поле, и мы можем возрождать это поле в себе каждый раз, когда думаем о ней. Если мы когда-либо видели эту картину, то этот образ или сама статуя будут с нами до конца жизни. Если мы что-то делаем с этим, то обычно не очень много. Но это так. Это факт. И если картина хороша, и живопись хороша, и резьба выполнена правильно, то все это делает вещи лучше. Однако, если художник начинает заниматься порочным искусством, он разрушает свое собственное магнитное поле
и магнитное поле тех, кто одобряет его творчество. Одобряет и принимает его. Вот почему для искусства, музыки и любой другой сферы важна цензура, основанная на нравственности, ведь она является частью неизбежных законов жизни. Кстати, там, где мы сталкиваемся с тяжелым роком и другими подобными вещами, которые становятся опасными, наши врачи говорят нам, что они опасны. Наши неврологи говорят нам, что они опасны. И все такое. Но никто толком не может объяснить, почему, кроме того, что шум неприятен или опасен для маленьких детей. На самом деле вред наносится магнитным полям. Магнитное поле маленького ребенка может быть настолько сильно повреждено, что уже никогда не восстановится. Потому что если это происходит до того, как ребенок достигает совершеннолетия, до того, как он начинает сам выбирать свой жизненный путь, он становится зависимым от кого-то. И человек, от которого он зависит, тоже страдает, если не требует честности. Там, где нарушается целостность, в первую очередь должен платить тот, кто причинил ущерб. А если человек сам причиняет себе вред, то он и должен за него платить. Но ущерб наносится не зданию, не скале и не камню, а магнитному полю. Той части нас самих, от которой зависит сохранение нашей целостности. Сегодня неврозы и другие эмоциональные расстройства встречаются очень часто, и поэтому нам нужно серьезно задуматься о причинах этих явлений. Мы смотрим вокруг и видим поколение, которое утратило всякое чувство ценности, потому что даже не верит в ценность. Оно также испорчено примером предыдущего поколения, которое разрушило большинство идеалов и мечтаний, на которых строилась цивилизация. Единственный способ исправить ситуацию – реорганизовать нашу науку об энергиях. Нам нужно провести всестороннее научное исследование всех энергетических полей, задействованных в жизни человека. Таким образом, мы придем к выводу, что не существует проблемы, при которой можно было бы избежать воздействия этих полей. А поскольку все эти поля по сути своей правильные, а отклонение от них в пользу чего-то другого неправильное, то мы приходим к базовой ценности добродетели. Базовой ценности того, чтобы изначально делать все правильно, или, как мы могли бы сказать, к ценности повторения. Реформация. Реформация – это не что иное, как реформа использования доступной энергии. Все есть энергия. Атомные бомбы – это энергия. Разлив нефти на Аляске – это энергия, растраченная впустую. Злоупотребление энергией – все это. И все это происходит из-за того, что в жизни что-то идет не так. Мы нарушили принцип, отказавшись от энергетических ценностей. Итак, мы возвращаемся к человеку и видим, что он находится в центре своего собственного магнитного поля, а его структура защищена постоянной излучающей силой исходящей энергии, которая оживляет все, начиная от центра и распространяясь вовне. Она питает Солнечную систему, которая является человеческим телом, начиная с уровня Солнца в астрономическом смысле. Древние астрологи считали, что эти энергетические поля исходят от самого человека, и что источником всех энергетических полей в человеческом теле является сердце. Именно из него исходит все остальное. Поэтому самое опасное из всех пороков – это злоупотребление любовью, дружбой, целостностью, верностью. Злоупотребление такими качествами, как доброжелательность, милосердие и сострадание, которые связаны с сердцем. Пока эти энергии стабильны, сердце, излучающее энергию за пределами магнитного поля тела, полностью защищено. Повредить его в той области, где оно функционирует должным образом, практически невозможно. Возможно, есть и другие функции, которые еще не до конца сформированы, но если человек в целом порядочный, он сможет довести их до совершенства без особых проблем. Однако на самом деле, если эти энергии нарушены, если человек начинает кого-то ненавидеть,
или если человек разрывает дружбу из эгоистических побуждений, или если человек разрывает дружбу ради выгоды, ради физической или экономической выгоды, эта защита сразу ослабевает. Человек, который обманывает, снижает свою защиту от того, чтобы его самого не обманули. Совершая зло, он открывает путь для того, чтобы зло совершили по отношению к нему, потому что он разрушил свою магнитную защиту. Невозможно сказать, где именно находится эта защита. Вы можете представить ее в виде забора, но она невидима, хотя и вполне реальна. Она реальна и представляет собой настоящий поток энергии. В средние века к этому добавилась магия, и мы поняли то, что, похоже, возвращается к нам сегодня, а именно, у неодушевленных предметов есть магнитные поля. Следовательно, камни, деревья, все, что только можно себе представить, обладает магнитным полем. И эти магнитные поля или излучение, они передают смысл и ценность во всех направлениях. Поэтому мы понимаем, почему Парацельс придавал такое значение определенным талисманам и подобным вещам. Ведь он верил. Верит, что они связаны с магнитным полем. Он жил в Швейцарии, где выпадает очень много росы, и он выставлял на маленьких подставках стеклянные пластины, на которые ночью при определенном положении планеты Луны оседала роса, пропитанная вибрациями планетарных позиций в момент экспозиции. Он разливал эти материалы по бутылкам и маркировал их так же, как обычные лекарства. И он давал их больным, когда возникал недуг, требующий такого рода лечения. Таким образом, он разработал нечто, почти не отличающееся от гомеопатии в ее высшей степени, где используются натуральные средства, полученные непосредственно из природы, без какой-либо обработки. Они подходят для устранения определенных проблем, которые могут возникнуть из-за истощения природных ресурсов. То же самое можно сказать практически о любом аспекте жизни. Например, религия. Каждое здание, каждая церковь – это живое существо. Каждый банк – это живое существо. Каждое военное ведомство – это живое существо. Это не просто здание. Это воплощение определенных взглядов. Все живое и обладает теми качествами, для которых было создано. Военное ведомство связано с войной. Банк связан с банковской деятельностью. Но банковская деятельность – это живой факт. Именно банковская деятельность – это то, что по-настоящему оживляет так называемую историю банковского дела. Все это живое, и каждое из этих явлений, появляясь на свет, рождается с определенной ответственностью. Мы можем сказать, что молодой человек, родившийся в семье, рождается, чтобы помогать поддерживать эту семью, защищать ее, служить ей и вместе с ней служить ради процветания и совершенствования общества. То же самое можно сказать и о банке. Банк – это часть организации, часть структуры, часть чего-то, созданного с определенной целью. Если банк добросовестно выполняет свою функцию, значит, он здоров. Если же он решает получить необоснованную прибыль, если он решает пожертвовать своей честностью ради собственного существования как организации, то возникают проблемы. В конечном счете банк разорится. Фондовая биржа, когда она только создавалась, была призвана помогать фермерам и торговцам обмениваться товарами и делать правильные и разумные инвестиции. Все они собирались под деревом в южной части Нью-Йорка. Если бы это учреждение оставалось благотворительной организацией, оказывающей услуги, оно, вероятно, до сих пор было бы очень практичным и полезным. Но вместо этого оно превратилось в структуру, использующую свои возможности во зло. В результате оно постепенно само себя уничтожает. Итак, организации. Республика – это организация. Это магнитное поле. Автократия – это поле. Монархия – это поле. Коммунистическая организация – это поле. Каждая из этих организаций использует энергию.
Она использует ее тысячами разных способов. Например, в политических речах, на уличных митингах, в битвах на галерах и проселочных дорогах. Задействовано все. И каждое из этих энергетических полей, которое искажается в той или иной форме, обречено на крах. Поэтому наш кодекс чести основан не только на кодексе Моисея, хотя он и очень хорош. На самом деле он основан на использовании и злоупотреблении. Злоупотребление не может привести к успеху. В какое-то время оно может казаться успешным. Это приведет к успеху точно так же, как злоупотребление телом, по-видимому, дает человеку возможность совершать очень серьезные ошибки. Но в конечном счете расплачиваются энергетические поля, расплачиваются по счетам. За любое злоупотребление ответственностью за свою жизнь, за использование природных ресурсов, за вырубку лесов, за загрязнение воды, за порчу воздуха. За все это приходится расплачиваться магнитными дефектами. И сейчас мы начинаем их распознавать. Мы задаемся вопросом, почему в последние несколько лет происходят такие странные вещи. Ядерное деление – это большая трагедия, не только потому, что оно оскорбляет миролюбивого человека, но и потому, что это загадка. Это грубое искажение энергии. Это использование божественной силы для причинения вреда другим людям. Поэтому тот, кто живет мечом, от меча и погибнет. Таким образом, вся наша мораль связана с жизненными энергиями. Она заключается в том, чтобы постепенно превращать все наши излишества в полезные, творческие и созидательные действия. Это постепенная победа дружбы над враждебностью. Незнакомец исчезает, а на его месте появляется друг. Все это часть работы по достижению гармоничного баланса природных ресурсов солнечной энергии. Все можно использовать для общего блага, но все, что используется для разрушения, будет разрушено своей собственной разрушительной силой. Теперь мы вплотную подошли к еще одному аспекту проблемы всеобщего реформирования человеческих отношений. Сегодня мы сталкиваемся с проблемой брака, разводов, усыновления детей и другими моральными вопросами. Теперь нам придется наконец остепениться, и каждый человек должен будет решить, будет ли он следовать своим собственным целям или будет подчиняться законам природы. Если он будет подчиняться законам природы и понимать их, то все разрешится само собой. Если он будет продолжать поступать так, как ему заблагорассудится, не считаясь ценностями, правами и целями природы, у него будут проблемы. Везде есть энергия, которая должна быть. Используй ее правильно. Сейчас мы уделяем значительное внимание созданию новых энергетических символов. И это более или менее интересная фаза нашей проблемы. Древние использовали всевозможные символические конструкции для обозначения энергии. У них были свои пентакли, свои знаки Си, свои символы и изображения. А в метафизическом мышлении и философии большое внимание уделялось медитации, мантрам и мудрам эзотерических доктрин. Это очень важно. Но теперь возникает вопрос. Медитация – это настрой на распределение энергии. Сила медитации связана с использованием магнетической энергии. Таким образом, проблема медитации очень проста. Ты говоришь себе, я хочу достичь более высокого уровня целостности. Поэтому я должен заниматься медитацией и следовать высшим принципам. Я знаю, что благодаря этому я достигну значительного улучшения своего характера. Так вот, это очень хорошо и правильно. Садху и отшельники следовали этому веками. Раннехристианские монахи следовали этому на протяжении почти 2000 лет. Следовательно, в медитации нет ничего плохого. Но кто-то, руководствуясь каким-то соображением, решил, что с помощью медитации он также может добиться
определенного эгоистического благополучия для себя. Я знаю одного человека, который придерживался строгой дисциплины. Он соблюдал дисциплину ради социального роста, выгодного брака, развития бизнеса, доминирования над другими людьми и преуспевал в этом. Однажды мне позвонили из местной больницы. Этот человек был болен. Значит, он пал. Я спросил, что случилось. Звонила женщина, она была в слезах. Она сказала: знаете, всю свою жизнь, или по крайней мере много лет, я учила людей мыслить богато, мыслить позитивно, мыслить здоровыми мыслями, а сама умираю от рака. Что же, это своего рода поэтическая справедливость, которая кажется очень жестокой. Несомненно. Но этот человек нарушил пришедшие к нам правила. Он не взаимодействовал с магнитными энергиями. Правило владения заключается в правильном использовании. Все эзотерические учения и дисциплины используются для общего блага. А когда мы начинаем медитировать ради богатства или чего-то подобного, нас ждут неприятности, потому что это противоречит правильному использованию магнитных ресурсов. Магнетизм – это огромное поле энергии, доступное каждому. Цена проста – заслужи ее. Вы должны быть правы, и тогда вся энергия космоса будет доступна для правильного использования. И вы сможете использовать столько энергии, сколько сможете разумно создать в нужное время. Но как только человек становится эгоистичным или зацикленным на себе, магнитное поле его собственного тела начинает ослабевать. Килнер отмечал, что в этих вопросах есть большая разница, а другие ученые замечали, что когда эгоизм проявляется в религиозной сфере, это всегда приводит к разочарованию. И когда мы проявляем эгоизм в браке, в отношениях, мы разрушаем защиту нашего собственного магнитного поля. На самом деле в этой несправедливости, связанной с конкретными проблемами, есть некая поэтичность. Человек, который эгоистичен и злоупотребляет полем, теряет защиту собственной жизни от эгоизма других. Если он теряет собственную защиту, то эгоизм других может на него повлиять. А если он пытается что-то отнять у другого, то он открывает дверь для того, чтобы этот человек или кто-то другой отнял что-то у него. Это взаимность. Энергия – самый важный и бесценный из всех компонентов. Это то, в чем нуждается каждый, и что должно быть у каждого. Растрата энергии, злоупотребление энергией – это злоупотребление магнитными полями. Как только мы начинаем ими злоупотреблять, они нас подводят. И очень часто это своего рода поэтическая справедливость. Происходит нечто, чего мы не можем объяснить. Но я думаю, что это ясно показано в строках Гетте из Фауста. Там говорится: как тесно с добродетелью судьба, глупцу невдомек. Есть у него камень мудреца, клянусь. У камня не было философа. Если у нас есть навыки, знания, необычные способности, хорошее образование, если наши родители привили нам как можно больше нравственных ценностей, а потом мы выходим в мир и сразу же отказываемся от всего, что приобрели, или что нам помогли приобрести, от всего, что помогло нам стать эгоистами. Это значит, что у нас нет камня мудреца. Это значит, что мы не сможем добиться успеха, потому что предательски извратили то, что было нашим неотъемлемым правом с рождения. Итак, сегодня мы здесь, в мире эгоистов. Мы здесь, где каждый пытается урвать свое, пока кто-нибудь другой не отнял. Мы здесь, где правительство сомнительной честности, товары сомнительного качества, а также есть еще один общий фактор, с которым нам тоже приходится считаться. Нас почти 6 миллиардов. Разочарованных людей.
Мы ни во что не верим. Каждый день газеты лишают нас остатков честности и веры. Мы можем окончательно убедиться в том, что живем в насквозь прогнившем мире. Поэтому мы растеряны, напуганы, встревожены и очень часто просто сдаемся и идем по пути наименьшего сопротивления, плывя по течению. Но на самом деле все должно быть не так. На самом деле у нас плохие новости. Они не имеют к нам никакого отношения, если только мы не участвуем в плохой программе. Можно, конечно, помечтать о мире, в котором мы все могли бы работать сообща. В этом нет никаких сомнений. Так было бы намного лучше. Но пока этого не произошло, человек, который стремится поступать правильно, должен быть осторожен, чтобы не поддаться всеобщему разочарованию. Он не может позволить себе говорить, что все плохо, и верить в это. Он должен понимать, что принцип – это главная ценность. И что бы ни происходило в мире, он не должен упускать из виду защиту своих энергетических ресурсов. Потому что вполне может оказаться, что именно он поможет изменить ход истории. Другими словами, разочарование, отчаяние, уныние, горечь, гнев, фрустрация – все это ничего не делает с тем, на кого направлено, но все делает с тем, кто это испытывает. Поэтому, что бы мы ни читали в газетах, что бы ни слышали по радио или от разведки, человек должен сохранять в себе понимание того, что за всем этим стоит великое благо, что это великое благо восторжествует, и что это магнитное поле, о котором мы говорим, простирается не только на нашу Солнечную систему, но и на всю галактику. Галактика своим неизменным процессом утверждает, что зло никогда не победит. Нам предстоит пройти через определенные испытания, связанные с этим. Мы должны наконец-то понять к своему удовлетворению, что мы не можем поступать плохо и что мы уйдем. Но до тех пор ценности не изменятся. Нас никогда не накажут за то, что сделал кто-то другой. Нас никогда не наградят за добродетели других. Мы должны добиваться этого сами, своими силами, своей честностью и своей преданностью. И все это накапливается на таинственном банковском счете, который называется энергией или магнитным ресурсом. Он существует для того, чтобы служить нам. Он существует для того, чтобы служить человеку, который поступает неправильно. Но если человек поступает неправильно, служение прекращается, и энергия, направленная на него, возвращается к нему, и разложение продолжается. Мы должны поддерживать этот центр сознания в себе в правильном состоянии. В буддизме сердце называется саптапанной, или храмом с 7 комнатами. Именно в этом храме, как указывает Будда, должно произойти великое посвящение, направленное против препятствий. Человек должен обрести просветление в своем сердце. Он должен принять как данность, что его собственная цельность – это его единственная сила, а его собственная честность – это его единственное богатство. Все остальное – это своего рода иллюзия, которая в конечном счете обернется против него и ударит его же. Итак, в тишине и покое, осознавая неизменность добра, неизбежность победы правильного над неправильным, бесконечный и непрерывный процесс искупления, проходящий через все сферы природы, все в свое время. Вернемся ли мы к тому покою, которым пожертвовали, когда попытались поставить себя как личность выше вселенской реальности? Мы все должны были бы, я не понимаю, как мы вообще дошли до такого состояния, правда, я знаю, но не буду об этом говорить. На самом деле, если оглянуться вокруг, то можно с уверенностью сказать, что мы живем в прекрасном мире. Мы живем в огромной сфере и уже начинаем понимать, что сами ее разрушаем. Это не какая-то огромная космическая сила, которая заставляет нас быть эгоистами или ставит прибыль выше принципов. В природе такого нет.
Мы знаем, что если действовать умеренно, честно и самоотверженно, мы все могли бы жить в мире, и еще 5 миллиардов человек могли бы жить с нами. Но сейчас мы жертвуем всем ради миски похлебки. И если мы продолжим в том же духе, то истощим наши энергетические ресурсы. Сейчас мы обеспокоены изменениями, происходящими в атмосфере, тем, что нагрузка, которую мы оказываем на наши природные ресурсы, начинает нам угрожать. Теперь мы можем заглянуть внутрь себя и увидеть, что то же самое происходит и с нами. Наше тело перегружено проблемами и процессами, связанными с современной жизнью. Очевидно, что это приведет к истощению и смерти. Мы не можем позволить себе растрачивать магнитное поле тела или разрушать его, как не можем позволить себе разрушать магнитное поле Земли. Если когда-нибудь у нас закончится нефть, то мы лишимся и возможности восстанавливаться после болезней, если будем растрачивать свою восстановительную силу. Магнетизм, который помогает пищеварению, может быть разрушен или растрачен из-за порчи. Когда мы употребляем в пищу вредные продукты, придерживаемся вредных убеждений или едим в плохом настроении, мы подвергаем себя опасности. А когда так поступает весь мир, он подвергает опасности себя. И мы не будем первой цивилизацией, которую, как говорят в Индии, Великая Мать-Земля сбросила со своей спины. Все, что выходит за определенные рамки, разрушается, потому что теряет связь с источником энергии. Оно больше не питается в первую очередь магнетизмом, потому что нас питает магнетизм в пище, магнетизм в воздухе, которым мы дышим, магнетизм в земле, на которой растут наши овощи, и магнетизм в наших душах, который дает нам надежду на лучшее. Все, чего мы хотим, все, во что мы верим, зависит от энергии. А использование энергии – это самое важное. Почему мы из года в год прилагаем всевозможные усилия, чтобы чувствовать себя лучше, быть лучше или думать лучше, и при этом упускаем из виду тот факт, что все, что мы думаем и чувствуем, зависит от энергии. Вера зависит от жизненного принципа, энергетического ресурса, магнетизма самой Земли, и пока он разрушается или подвергается злоупотреблениям, Земля будет становиться все более бесплодной. Воздух уже не пригоден для веры. Мы потеряем навсегда те энергии, которые растратили впустую. Для всего этого нужна всего одна новая концепция. А именно, религия – это, по сути, правильное использование ресурсов. Это использование привилегий, данных нам во благо всех нас. Мы были созданы садовниками в прекрасном саду, а вместо этого позволили ему зарасти сорняками. Нам была дана прекрасная планета, а мы разделили ее на части и продали ради наживы. Изначально предполагалось, что мы станем прекрасной группой людей, которые будут работать вместе на благо друг друга и во славу Вселенной. Нас готовили к более важной работе, чем та, которой мы занимаемся сейчас. Но в данный момент мы проваливаем экзамен. Мы не делаем того, что должны делать. Все, что происходит, измеряется прибылью. Все, что происходит, измеряется свободой от ответственности. Когда энергия – это то, за что мы должны нести ответственность, иначе мы будем растрачивать ее вечно или до тех пор, пока сможем. К тому времени, когда наступит вечность, энергии почти не останется. Но все это – урок нравственности и ценностей. Это урок того, что мы хранители сада. Мы садовники в саду Аллаха, как говорят мусульмане. Это прекрасный сад, который был дан нам, а мы позволили ему зарасти сорняками. У нас был прекрасный мир с замечательными материалами. Поэтому мы копаем землю и добываем материалы, чтобы создавать оружие, сеять смерть и разрушение. У нас есть маленькие сады, где мы могли бы прекрасно проводить время, сидя под собственной пальмой, но мы сражаемся за то, чтобы забрать чужой сад. Мы отбираем его у других, а когда, наконец, находим небольшой участок земли, который могли бы использовать. Оказывается, что агенты по недвижимости оценивают его в 10 раз дороже реальной стоимости. Все это мелочи, но в совокупности они приводят к потере и растрате магнитных ресурсов.
Это происходит из-за того, что человек не может защитить источник своей жизни, источник своего будущего, и нарушает законы и правила, согласно которым он должен соотносить свои потребности с потребностями других. Только когда мы будем защищать не только свою страну, но и поганочку, мы сможем обрести мир во всем мире. Мы должны защищать мелочи, потому что каждая из них – это энергетический ресурс. Мы не защищаем их, потому что считаем само собой разумеющимся, что малое должно подчиняться большому, что мы должны эксплуатировать малые вещи, как и простых людей. Но это не так. Все в жизни создано для того, чтобы его использовали, а не злоупотребляли им. И человек, который злоупотребляет чем-либо в жизни, вносит свой вклад в общее дело разрушения. Так вот, эта история с энергетическими и магнитными ресурсами продолжается и по сей день. И теперь у нас есть новый способ измерения – развитие большой группы электрических устройств, с помощью которых становится очевидно, что человек может использовать любую энергию по своему усмотрению. Инструмент, который у него есть внутри, бесконечно удивительнее любого телевизора или компьютера. Мы можем заставить компьютер делать все, что угодно, и он будет живым. Ни на секунду, не сомневайтесь в этом. Но он живой в энергетическом поле. У него есть жизнь, он может размножаться, развиваться, расти, стареть и умирать, потому что все это часть использования энергии. Но давайте не будем забывать, что во всех этих процессах главное богатство человечества – это человек. Человек здесь для того, чтобы расти, и развиваясь, он помогает расти всему остальному. Как только он вступает в негативные, конкурентные отношения со всем остальным, он разрушает себя. Так что Великое Братство, включающее в себя картофель, бриллианты, компьютеры, телевидение, музыку, все это часть великолепной гармоничной системы. Но человек забыл или пренебрег необходимостью развивать свою внутреннюю жизнь. Вначале ему дали религию, чтобы помочь ему построить внутреннюю жизнь. Ведь религия – это не что иное, как свод правил. Это не доктрина, а свод законов, которым нужно следовать. Человек постепенно начал нарушать эти правила и теперь ставит под сомнение реальность религии. Но он так и не смог доказать, что религия была ошибочной. Она просто была неудобной. Она мешала ему быть таким эгоистом, каким он хотел быть. В таком случае у него серьезные проблемы. Но мы надеемся, что с наступлением нового века мы найдем истинную основу нашего понимания. Мы откроем для себя добрую Вселенную, о существовании которой мы забыли, если вообще когда-либо знали о ней. Мы внезапно осознаем, что галактики, звезды и системы в космосе – это не просто что-то там, откуда можно черпать энергию для работы двигателей. Или что мы решим все проблемы природы, если сфотографируемся на Марсе. Это не имеет к делу никакого отношения. Мы живем в огромном, прекрасном мире взаимодействующих сил, наполненном вещами, которые стремятся объединиться и работать вместе на общее благо. А мы только и делаем, что играем в глупые игры, в которых нам кажется, что мы все покоряем, выводя что-то на орбиту. Это совсем не так. На самом деле, мы стремимся к осознанию того, что мы покоряем или выигрываем, или достигаем своей цели, когда выходим на орбиту, когда возвращаемся к правилам игры под названием «жизнь». Служим ей так, как она того заслуживает. Любим так, как она того заслуживает. Восхищаемся добром. Защищаем его и медленно, но верно перерастаем все, что хуже его. Если мы сможем это сделать, то эти ресурсы, эти магнитные поля будут снабжать нас всей энергией, которая нужна миру на миллионы лет. Дело не в потере энергии, а в том, что если мы не внесем эти коррективы, мы не сможем получать энергию. Мы сами и то, что отрывается от жизни, это мертвая ветвь, которую бросают обратно в огонь.
Таким образом, понимание энергии и магнитных ресурсов поможет нам решить текущие проблемы. Вот и все.